Какими были любимые бабушки советского кино в молодости до того, как они стали знаменитыми? Сели в лес, дорогие гости, живо при, avec плезир. Татьяна Пельцер. Замуж Пельцер вышла только раз, за немца Ганса Тейблера. Они прожили вместе 4 года и развелись. Последние годы жизни Татьяна Ивановна провела в психиатрической лечебнице. В возрасте 88 лет скончалась, как гласило официальное заключение, в результате инфаркта и пневмонии. Рима Маркова. Со своим первым мужем будущая актриса познакомилась у родителей в Махачкале. Военный летчик по имени Семен, грек по национальности, проводил там отпуск. Сыграли свадьбу и год жили душа в душу. Муж считал, что жена должна заниматься домом и навсегда забыть про театр и кино. В 35 лет Маркова встретила мужчину, от которого родила единственную дочь Татьяну. Актриса рассказывала подросшей Татьяне: «Ты маленькая спишь в кроватке, я готовлю обед, а в 2 метрах от нас папа на баяне и его друзья на контрабасе и гитаре разучивают новую композицию. Никакие бытовые неудобства не мешали нашей семье быть счастливой, но, увы, пара развелась». Во время международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне на Риму Маркову обратил внимание испанец Антонио Хосе Гарсия Гонсалес. Маркову его ухаживания не слишком впечатлили, но испанец оказался настойчив. Он приехал за ней в Москву и сделал предложение. Третий муж оказался очень ревнивым. Его не устраивало постоянное отсутствие жены дома. Год совместной жизни закончился, и муж уехал из России. Официальный развод они оформлять не стали. Рима Маркова так и продолжала считаться сначала женой, а затем и вдовой Хосе Гонсалеса. Когда его родственники приехали в Москву, чтобы решить вопрос с наследством, от денег и недвижимости актриса отказалась, сказав: «Какое я имею право?». Галина Стаханова. В молодости за Стахановой ухаживал Ролан Быков. Они познакомились в студенческом театре МГУ. Позже жили в коммуналке по соседству с матерью Галины Константиновны. Однажды Стаханова попала в больницу с заражением крови, но в процессе обследования выяснилось, что она беременна. Спасти ребенка не удалось, а сама исполнительница чудом избежала смерти. Она провела в больнице полгода, и за все это время Быков навестил ее только раз, что привело к расставанию. Счастье материнства Галина Константиновна познала только в 35 лет. Отцом стал ее коллега. Анна Флоренцева была замужем за стоматологом Юрием Кузьменко. Они познакомились в больнице, куда попала Флоренцева. Прошло всего полгода со дня знакомства, как Юрий сделал девушке предложение. В 2008 году врачи поставили ее мужу неутешительный диагноз – рак. Супруг умер у нее на руках в 54 года. В семье есть сын Денис. Он пошел по стопам отца и стал врачом, стоматологом, кандидатом медицинских наук. У нее есть 2 внучки – Анна и Полина. Одна учится в медицинском, другая в юридическом. Вера Алтайская была замужем единожды. В молодости она согласилась на предложение коллеги Алексея Концовского, считавшегося на тот момент одним из самых привлекательных советских актеров. В браке родилась дочь Светлана, однако ребенок не смог спасти брак. Когда девочке исполнилось 9 лет, супруги развелись. Дочь не пожелала идти по стопам родителей и занялась лингвистикой. Некоторое время работала в подразделении администрации страны, контролировавшем теле- и радиовещание. Рина Зеленая. Как странно распределился выигрыш. Первым мужем Зеленой был юрист Владимир Блюменфельд. Муж был намного старше ее. Вторым мужем стал Константин Топуридзе, знаменитый архитектор, спроектировавший несколько ярких фонтанов, которые установлены на ВДНХ. Вместе с актрисой мужчина прожил до конца собственной жизни. Общих детей у пары не было. Зеленая с большим трудом оправилась от потери любимого человека в конце 70-х годов. Йола Санько. Еще в период занятий в училище за обаятельной актрисой пытались ухаживать многие сокурсники,
Но единственным, кому удалось завоевать расположение Йолы, был Ян Арлазоров. По словам знаменитости, это была такая сильная любовь, что они тонко чувствовали друг друга. В браке родилась дочь Алена. Девочка была еще совсем маленькая, когда актриса окончательно поняла для себя, что в этом союзе счастья не будет. Она забрала ребенка и уехала. С Яном актриса так и не помирилась, но в последние годы жизни он общался с дочерью. Алена окончила юридический факультет, позже занялась написанием сценариев. Александра Назарова. В жизни актрисы было два брака. Первый с оператором Юрием Приходько оказался вполне счастливым, однако затем знаменитость влюбилась в другого. Она познакомилась с молодым человеком, которого, по иронии судьбы, тоже звали Юрием. Он работал врачом, реаниматологом. Второй брак оказался неудачным. Пара рассталась, когда будущему сыну пары Диме не исполнилось и 2 лет. А спустя 5 лет бывший муж эмигрировал в Германию. Ребенок рос в то время, когда Советский Союз рухнул. Дмитрий долго искал себя, бросался в разные стороны и занимался чем придется. Сына советской звезды не стало на 42-м году жизни. Незадолго до смерти он женился на молодой девушке, родившей ему дочь Сашеньку. Девочку назвали в честь знаменитой бабушки. Когда семейная жизнь дала трещину, мать лишилась родительских прав. Наследница оказалась в детском доме. Вырвать оттуда внучку знаменитость смогла спустя 2 месяца. Бабушка и Саша, которая называла Александру Ивановну мамой, жили вдвоем. Ольга Волкова. Первым супругом Ольги Волковой стал петербургский кинооператор Леонид Волков. Этот брак продлился недолго, в нем родилась дочь Катя. Фамилия Волков оказалась и у второго мужа Ольги Владимировны. Николай Николаевич тоже работал актером. Вместе они прожили недолго, этот брак был неофициальным. В союзе родился сын Ваня. Сегодня Иван Волков – популярный композитор и актер. Он был женат на Чулпан Хаматовой. Екатерина Волкова пошла по стопам матери и тоже стала актрисой. Самым счастливым и долгим оказался 3-й брак артистки. Личная жизнь Ольги Волковой заиграла новыми красками после встречи с петербургским театральным художником Владимиром Хавралевым. Супруги прожили вместе более 30 лет. Владимира Хавралева не стало в 2015 году. Ольга Волкова тяжело переживала утрату любимого человека, ставшего ее второй половинкой. Сегодня утешением актрисы стали дети и внуки. Любовь Добржанская. Ну и как тебе, Галя, нравится? Ты же на ней женишься, а не я. В молодости она вышла замуж за Ивана Червинского. Монологи мужа сочли антисоветскими, и мужчину арестовали. Не выдержав допросов, Червинский наложил на себя руки в камере. Второй муж – актер и режиссер Владимир Нелли Влад. Брак распался после переезда актрисы в Москву. Жизнь третьего супруга Осипа Шахета, еврея по национальности, игравшего в театре Красной Армии, оборвал инфаркт. Год побыв одной, Людмила Ивановна вновь вступила в брак. На этот раз сердце Добржанское покорил цыган Виктор Кручинин, гитарист и драматический артист. С 4-м мужем Любовь Добржанская прожила четверть века, однако в 1975-м вновь овдовела. Кончину избранника исполнительница переживала очень тяжело. Валентина Спирантова. Первым возлюбленным стал строитель Николай Гусельников. В союзе родилась дочь Оксана. Спустя 10 лет брака Николая пригласили на заработки в Казахстан. И личная жизнь некогда любящих супругов сошла на нет. Вторым мужем Спирантовой стал Михаил Никонов, бывший руководитель театра Мейерхольда. У них родилась дочь Наташа. Супруги прожили душа в душу около 30 лет, пока Никонов не скончался, не дожив до 55 лет. Потерю любимого человека Валентина Николаевна пережила с трудом. Ирина Мурзаева. Простите, Шурочка, я у вас к телефону. Очень приятный мужской голос. Артистка вышла замуж первый раз в юном возрасте, и брак быстро распался. Второй муж – актер Николай Толкачев. В союзе родился сын Борис. Сын стал конструктором,
а Мурзаева больше не думала о браке. Любовь Соколова. Так, Нас 4. и все заведующие? Вроде. Смерть первого мужа повергла молодую женщину в глубочайшее уныние. Она долгие годы тосковала по погибшему в блокаду супругу и даже не смотрела на других мужчин. Пробудить в актрисе любовь и нежность удалось молодому режиссеру Георгию Данелии, снявшему ее в нескольких своих картинах. Актерская семья Любови и Георгия оказалась прочной. Через год у пары родился сын Николай. Роды были непростыми, да и маме было уже 38 лет. К счастью, все прошло благополучно. Когда Георгий серьезно заболел, даже впал в кому, верная супруга ухаживала за ним, не отходя от постели больного. Спустя 26 лет совместной жизни Данелия сказал жене, что полюбил другую женщину, Галину Юркову, и им надо расстаться. Любовь Сергеевна собрала вещи и переехала в свою квартиру к старенькой маме. В 1985 году сын Николай погиб при невыясненных обстоятельствах в возрасте 26 лет. Анастасия Зуева. Здрасте, милые ребята, пионеры, октябрята. В первом браке с железнодорожным инспектором Иваном Евсеевым родила сына Костю. Впоследствии Константин стал военным инженером, женился. Анастасия Платоновна стала дважды бабушкой. Второй раз вышла замуж за композитора Виктора Аранского. Брак длился вплоть до смерти супруга в 1953 году. Мария Скворцова. Муж Семен Михайлович Скворцов, актер. Играл в Московском областном ТЮЗе. У них родился сын. До самой пенсии Мария Савельевна продолжала работать в ТЮЗе. Екатерина Мазурова. Поздравить можно с покупочкой? Можно. Доставим? Ой, хорошо. Сцена позволила Екатерине Мазуровой не только найти дело своей жизни, но и встретить любовь. В театральной Москве она познакомилась со своим коллегой Николаем Морозовым, за которого позднее вышла замуж. Актеры не чаяли души друг в друге и гастролировали по стране, несмотря на то, что стать родителями у них так и не получилось. Вера Кузнецова. Ее муж Анатолий Иванович Кузнецов также служил в театре. Влюбленные поженились в молодости. Первый сын Всеволод, а второй Юрий. При этом овдовела актриса рано. Спустя 27 лет брака в 1954 году Анатолий Иванович умер. На тот момент их младшему сыну было всего 9 лет, а самой актрисе не исполнилось и 50. Вера Андреевна тяжело переживала уход любимого супруга. Замуж звезда экрана больше не вышла, посвятила себя детям и зрителям.